Все началось ранним утром, когда на электронную почту научной лаборатории, расположенной в северной части Канады, пришло письмо с пометкой «Конфиденциально». Вложением оказался спутниковый снимок, сделанный на глубине 12 миль в атмосфере над заснеженным континентом. На изображении четко виднелась идеально круглая воронка посреди бескрайнего белого поля, словно кто-то вырезал в толще льда идеально ровное отверстие. Диаметр круга составлял почти 60 футов, и это сразу же выделило аномалию среди привычных ледяных структур. Снимок был отмечен координатами, которые не соответствовали ни одному известному геологическому или исследовательскому объекту. Первые звонки и сообщения между учеными начались спустя считанные минуты. Один из геофизиков лаборатории, Джеймс Уилкинсон, первым заметил необычное отражение радиолокационных волн на этом участке. Его внимание привлекло то, что во время предыдущих пролетов спутника никаких подобных структур не было замечено. Сравнив свежий снимок с более ранними кадрами, ученые с удивлением обнаружили, что воронка появилась буквально за одну ночь. Почти на 100% совпало время ее появления с кратковременным сейсмическим толчком, который зарегистрировали датчики на расстоянии 300 миль от аномалии. Команду геологов и археологов собрали за один день. Федеральное агентство, управляющее научными исследованиями экстремальных территорий, выделило 2 бронированных вездехода, несколько специалистов по ледяным разломам, а также инженеров, способных работать в экстремальных минусовых температурах. Оборудование включало мощные дрели, метеорологические станции и автономные кислородные модули. Им выдали засекреченные карты и приборы ночного видения, хотя вся операция изначально предполагала проходить при свете полярного дня. На секретную локацию команда вылетела на грузовом вертолете SX-4, специально переоборудованном для ледяных транспортировок. За иллюминаторами открывался непривычно ровный и белоснежный пейзаж, который внезапно сменился ледяными трещинами и бездонными прорехами в толще снега. Когда приборы впервые зафиксировали координаты точки посадки, один из участников экспедиции, лейтенант Райан Коулман, с удивлением заметил, магнитные стрелки компаса вращаются вокруг своей оси, словно рядом видимый источник сильного магнитного поля. Приземлились они мягко, но воздух словно сгустился, температура резко упала, хотя на борту поддерживался стабильный климат-контроль. Пара ученых сразу установили мобильную станцию, чтобы отправить данные обратно в лабораторию. Радиосигнал был слабым. Они закрепили страховочные тросы вдоль маршрута, потому что ледяная платформа была непривычно гладкой и скользкой. Обследуя воронку, археологи заметили, лед вокруг был не просто прозрачным, в некоторых местах внутри просвечивались темные линии, похожие на древние трещины или даже на письмена. С помощью лазерного дальномера Джеймс быстро определил, глубина отверстия достигает почти 500 футов. Это подтвердила и эхолотная установка. Внезапно на заснеженную площадку прилетел еще один квадрокоптер, управляемый спутниковой группой слежения. Видео с его камеры показало, на дне ледяной воронки угадываются пластичные очертания, словно там был вход, искусственно расширенный неведомой силой. Сравнив размеры объекта, ученые сошлись во мнении. По пропорциям он напоминал древние подземные пещеры, только никто не ожидал увидеть нечто подобное под толщей арктического льда. Один из участников, Марта Дэвис, заметила странное свечение на самой кромке отверстия. Свет исходил издалека, словно из глубины самой воронки, хотя никаких естественных источников там не могло быть. Оборудование начало давать слабые сбои, у части приборов пропал сигнал, некоторые камеры перестали записывать звук. Тем временем команда заметила, что температура в непосредственной близости к краю отверстия была почти на 32 градуса ниже, чем в остальных частях ледяной площадки. Фотографии и видео с места сразу были отправлены в штаб, где их зашифровали и распечатали на специальной пленке. Информация попала к группе биологов, которые сразу выдвинули гипотезу: аномалия может быть связана с подземной каверной, не размораживавшейся на протяжении десятков тысяч лет. Рядом с краем лунки археологи нашли застывшие во льду кристаллы неизвестной структуры, а в одном из ледяных обломков фрагмент материи, похожий на вмерзший кусок деревянного предмета. Исследователи понимали, впереди их ждет не просто катастрофически глубокий спуск, но и разгадка самой загадочной ледяной аномалии за всю историю арктических наблюдений. И хотя первые кадры и показатели оборудования выглядели тревожно, никто из участников экспедиции не представлял, что их ждет в самом сердце древней ледяной пустыни, где каждый шаг уводит все глубже в неизведанное. Команда двинулась к краю ледяной воронки сразу после короткого инструктажа.
На поверхности ветер поднимал облака колючего инея, но все участники были экипированы в арктические комбинезоны и каски с тепловыми визорами. Лейтенант Коулман первым закрепил страховочную систему. Он вколотил титановые анкеры прямо в лед и начал разматывать трос, рассчитанный на нагрузку до полутона. Остальные затянули страховочные ремни на руках и ногах, закрепили за спиной баллоны с кислородом и проверили, работают ли рации. Хотя даже на открытой площадке их сигнал иногда цеплялся за шумы. Джеймс Уилкинсон внимательно изучал экран портативного эхолота. Там виднелась длинная черная тень, уходящая глубоко вниз подо льдом. Устройство зафиксировало резкое понижение температуры на каждом из 5 футов спуска. Казалось, что внутри воронки царит иной климат, гораздо более суровый, чем снаружи. За ним двигалась Марта Дэвис с ноутбуком в защищенном корпусе и портативным анализатором воздуха. Каждый шаг по краю давался с трудом, лед был не просто скользким, в некоторых местах он неожиданно прогибался, словно под ним пустота. Пока группа устанавливала метеостанцию и систему аварийного освещения, двое инженеров занялись сборкой буровой платформы. Их задача — просверлить небольшие шурфы, чтобы измерить плотность льда и состав газа под поверхностью. Они обнаружили, что в 40 футах от кромки лед состоит из тончайших, почти прозрачных слоев, между которыми просматривались загадочные структуры. Марта зафиксировала на фотоаппарат кристаллические фигуры, похожие на неправдоподобно ровные иглы, и сразу же отправила снимки научному отделу лаборатории. Параллельно биологи попытались взять пробу льда для анализа, но ледяная корка оказалась настолько твердой, что первый бур сломался пополам. Второй раз удалось пробурить канал только с помощью гидравлического пресса. В пробе обнаружились микроскопические пузырьки газа с необычайно высоким содержанием метана. Такой уровень ученым еще не встречался на полярных плато. В тот же момент по рации раздался голос Райана Коулмана. Он заметил возле самого края воронки следы, отпечатки ботинок, которых не было во время их посадки. Следы уходили к ледяной арке, огибающей часть разлома, и терялись прямо над провалом. Это означало, что кто-то уже побывал здесь, либо незадолго до их приезда, либо внутри ледяной пустыни скрывается нечто большее. Рядом с аркой Джеймс и Марта обнаружили выступающие изо льда фрагменты неизвестного материала. Один выглядел как обломок керамической пластины, другой был покрыт странным налетом, который не реагировал ни на спирт, ни на кислоту. Внутри одного из кусков археологи нашли застывший осколок, напоминавший костяную иглу. На ней были крошечные насечки, сложившиеся в геометрический узор. Все это аккуратно упаковали в изотермические контейнеры и занесли в журнал находок. В этот момент инженер, отвечавший за связь, доложил: сигнал со спутника снова начал пропадать. На экране компьютера изображение замерло, а затем появилось искаженное пятно, будто по экрану проходят невидимые волны. Одна из камер наблюдения зарегистрировала странный шум, похожий на низкочастотное гудение. Источник находился где-то в глубине воронки. Станция фиксировала не только резкие скачки температуры, но и малозаметные вибрации льда, словно снизу кто-то двигался или происходил мини-землетрясение. За полчаса команда успела построить лагерь, палатки закрепили стальными кольями, установили аварийный маяк, на каждом входе повесили инфракрасные датчики. Все оборудование работало на переносных аккумуляторах, которые быстро теряли заряд от холода. Археологи провели экспресс-сканирование воронки лазерным дальномером. В нижних 30 футах обнаружились неоднородности структуры, а на самом дне эхолот выдал отражение явно не природного, а правильного геометрического объекта. Собрав все данные, команда решила: медлить нельзя. Райан, Джеймс, Марта и еще двое инженеров закрепили страховочные тросы и начали готовить платформу для первого спуска. В лагере осталась дежурная смена, которая мониторила метеоусловия и радиосигналы. Воздух вокруг становился все гуще и холоднее, а с каждой минутой над лагерем сгущалась странная тишина. Казалось, что ледяная пустыня только притворяется безмолвной и мертвой. Внутри нее прячется нечто, что вот-вот откроется тем, кто решится спуститься в ее неизвестную глубину. Дальше события приобрели совсем иной оборот. Стоило первой группе начать спуск, как... Команда закрепила страховочные тросы на самой кромке ледяной воронки, проверила карабины, подсоединила резервные баллоны кислорода и включила налобные фонари на максимальную мощность. Райан Коулман первым шагнул за край, ловко отпуская страховочный трос между пальцами в толстых перчатках. Следом за ним спускались Марта Дэвис, Джеймс Уилкинсон и двое инженеров.
Каждый держался за отдельный трос, а за спиной висел герметичный рюкзак со снаряжением и аварийным маяком. На 3-м футе от края под ногами затрещал лед, но страховочная система выдержала. Уже через 10 секунд комбинезоны участников покрылись тонким слоем инея. Фонари выхватывали из темноты почти идеальные ледяные стенки, в которых иногда проскакивали багряные и синие отблески, словно на поверхности льда застряли капли древней смолы. Джеймс по рации сообщил оператору лагеря. Температура воздуха снизилась еще на 15 градусов за каких-то 10 футов погружения. На отметке в 20 футов спуск внезапно затормозился. Платформу, к которой были прикреплены инструменты и доп. Оборудование, зацепило за выступ. Райан опустился чуть ниже, отбил выступ ледорубом, и команда продолжила движение. Марта все фиксировала на экшн-камеру. Ее линза мгновенно покрывалась инеем, а через 30 секунд отскакивала крупная снежинка, словно внутри пещеры шел собственный снег. В этот же момент Джеймс заметил, на стенках воронки появились горизонтальные полосы, напоминавшие древние гравировки или борозды, а между ними странные каплевидные образования. Он сфотографировал их на полароид и повесил снимок себе на шнурок. На 40-м футе ниже поверхности радиосвязь захрипела, а потом и вовсе оборвалась. В лагере над воронкой диспетчер безуспешно пытался дозваться участников, но в наушниках ответом был только прямой электрический шум. Аварийная связь не работала даже на резервной частоте. Казалось, что внутри ледяной дыры образовалась зона глухой тишины. Тем временем сама пещера стала расширяться, и со стен начали сыпаться кристаллы льда, будто кто-то трясет огромные склянки. Марта первой заметила неожиданное свечение под ногами. Свет пробивался снизу и казался искусственным. Дэвис включила второй фонарь, а Райан попытался записать все на переносной диктофон, но тот заглючил и перестал реагировать на нажатие. Джеймс проверил батарею головного фонаря. Индикатор показывал, что заряд ушел почти наполовину за первые 5 минут спуска. В этот момент инженер, который был позади, крикнул: «У их платформы начал мигать аварийный маяк, хотя заряд был свежим». Все замерли и стали проверять альтиметры. Высота спуска достигла уже 100 фунтов, а температура воздуха опустилась до минус 68 по Фаренгейту. На 120-м футе над участниками повисла тяжелая тишина, нарушаемая только скрипом тросов и шуршанием инейной пыли. Марта, показывая Джеймсу на стену, заметила. Внутри одного из ледяных слоев словно застыла темная тень, похожая на силуэт человеческой фигуры. Она приложила к стеклу анализатор, но данные не поступали, прибор выдал ошибку и отключился. В этот момент связь с лагерем попыталась восстановиться, но на частоте слышался только резкий импульс, не похожий на радиошум. Еще через 20 футов Райан подал сигнал рукой, ниже виднелась широкая площадка, на которую можно было спрыгнуть. Один за другим участники аккуратно спустились и закрепились на страховочных петлях. Под ногами был плотный ледяной наст, из него торчали зазубренные кристаллы и ребристые структуры, напоминавшие шипы или острые каменные зубы. Джеймс достал портативный эхолот и просканировал площадку. Датчик показал пустоту прямо под ними, а сигнал отразился от какой-то плиты, глубоко под слоем льда. На этом этапе снова произошел сбой оборудования. Фонари начали мигать, а одна из камер перестала реагировать на кнопки. Инженер попытался связаться с лагерем, но не добился успеха, канал был полностью пуст. В этот момент часть группы услышала едва уловимый низкий гул, словно внутри ледяной шахты кто-то запускал мощный генератор. Шум нарастал, и вдруг по всей площадке разошлась дрожь. Казалось, что из-под ног движется нечто большое. Тогда Райан скомандовал всем немедленно взять аварийные маяки и попытаться подняться обратно. Один из инженеров попытался зацепиться за трос, но его перчатка примерзла к металлической скобе. В темноте Марта заметила, что на ее комбинезоне проступили капли конденсата. Воздух становился гуще, а дыхание моментально превращалось в толстую корку инея на стекле визора. Внезапно все аварийные фонари отключились одновременно. На площадке осталось только голубое рассеянное свечение снизу. В этот момент оператор лагеря, наблюдая за мониторами, заметил. На экране радаров сигналы маяков группы исчезли полностью. Несколько секунд техника фиксировала скачки магнитного поля и температурную аномалию, а затем связь оборвалась. С поверхности никто не знал, живы ли участники, ни один из датчиков не реагировал. Только на одном из экранов на пару мгновений промелькнула искаженная тень, словно под площадкой двигалась массивная темная фигура. Погруженные во тьму и абсолютную тишину, археологи и инженеры стояли на ледяной площадке, пытаясь понять причину сбоя.
Но прежде чем кто-то успел сказать хоть слово, гул усилился, и по стенам пещеры прокатился странный металлический звон. Наступил момент, который изменил все. Ведь именно сейчас им предстояло сделать первый настоящий шаг в неизвестность, где их ждали тайны, ни на что не похожие. Когда команда наконец ступила на дно ледяной шахты, все пятеро ощутили резкую перемену воздуха. Холод стал почти осязаемым, словно обволакивал лицо прозрачным, но тяжелым покрывалом. Дыхание мгновенно превращалось в изморозь на внутренней стороне масок. Под ботинками шелестели острые кристаллы, они скрипели будто стекло, а под потолком застыли массивные сталактиты, почти полупрозрачные, с застывшими внутри пузырьками древнего воздуха. Фонари выхватывали из темноты фрагменты стен, покрытых незнакомым черным налетом. Он не реагировал на тепло рук и не стаивал на свету, а наоборот, казалось, поглощал лучи фонарей, делая пространство антрацитовым. Райан первым подошел к западной стене. Оттуда на уровень их глаз высовывался выступ, словно дремлющий мост изо льда. Он осторожно коснулся его наконечником ледоруба, и внутри мостовой структуры проступил красноватый отблеск. Джеймс замерил ширину прохода. Получилось чуть больше 6 футов. Этого хватило, чтобы команда двинулась дальше, шагая гуськом по обледеневшей дорожке. За плечами цеплялся эхо шагов, будто вся пещера вторила каждому их движению. Параллельно Марта исследовала восточную сторону пещеры. Она заметила во льду вросшие круги, выглядевшие как кольца дерева, только диаметр каждого был почти фут. Внутри одного такого круга просвечивался неясный силуэт, возможно, замерзший фрагмент ткани или кости. Она прикладывала анализатор, но аппаратура снова отказывалась работать в этой части пещеры. Экран начинал мигать, словно рядом присутствует сильное электромагнитное излучение. Инженер достал портативный спектрометр, решил проверить состав воздуха. Оказалось, что уровень кислорода был на удивление высоким, а примеси углекислого газа почти отсутствовали. Но одновременно в атмосфере внезапно обнаружился сильный резкий запах. Он напоминал смесь аммиака и горячего металла. Из-за этого 3 членов команды почувствовали легкое головокружение. Райан включил аварийный вентилятор баллона, и игроки перешли на подачу чистого кислорода, чтобы избежать отравления. Шли они медленно. Лед под ногами то и дело трескался, иногда из-под подошвы взлетали мелкие иглы инея, они застывали в воздухе и медленно опускались вниз, будто внутри было свое течение воздуха. Справа от основного прохода открылась арка, вход в боковую камеру. Райан и Джеймс закрепили канат на выступе и проверили глубину арки с помощью лазерного дальномера. Луч уперся в стену на расстоянии примерно 40 футов, а за стеной эхолот показал полость. Джеймс предположил, что это может быть внутренний зал, и команда решила исследовать боковой коридор. Внутри боковой камеры стало ощутимо холоднее, температура упала еще на 10 по Фаренгейту по сравнению с основной пещерой. Свет от фонарей отражался от стен, усыпанных непривычными вкраплениями. Словно внутри льда сидели продолговатые осколки черного стекла. Марта сфотографировала их на полароид. Снимки тут же потемнели, будто материал внутри стен каким-то образом поглощал химические проявители. Тем временем второй инженер заметил на полу странный ровный круг, внутри которого не было ни инея, ни льда, будто поверхность кто-то отполировал до блеска. Джеймс подошел ближе, присел на корточки и провел сканером по кругу. Прибор высветил температурную аномалию, центр круга был теплее окружающего льда почти на 20 по Фаренгейту. Инженер попытался осторожно приподнять тонкий ледяной слой, и тот вдруг поддался, будто его кто-то нагревал изнутри. Под поверхностью открылось углубление, напоминающее чашу, в которой лежал небольшой фрагмент металла. Он был покрыт тончайшей ржавчиной и странными вязаными знаками. Не успели они подробно рассмотреть находку, как со стороны основного зала донесся слабый металлический звон. Команда быстро перегруппировалась и вернулась в центр пещеры. Там с потолка начала сыпаться ледяная крошка, что-то или кто-то нарушил баланс массивной ледяной крыши. Инженер по связям попытался снова поймать сигнал, но все каналы были пусты, а экран маяка мигал красным. В этот момент вся площадка завибрировала, и лед под ногами вздрогнул. Слева от основного прохода вскрылся отсек, за полупрозрачной стеной угадывался прямоугольный проем почти идеальной формы. Часть группы, не сговариваясь, медленно двинулась к нему. На полпути они увидели, внутри стены застыли ряды одинаковых объектов, похожих на вытянутые цилиндры. Каждый был чуть больше ладони, из полупрозрачного материала, и имел на поверхности крошечные символы, не похожие ни на одну письменность, известную археологам.
Джеймс осторожно провел перчаткой по ледяной стене, и в этот момент из глубины пещеры донесся едва уловимый скрип, будто кто-то тяжелый перемещался под ними. Райан дал команду всем отойти от проема, но в этот миг один из инженеров случайно наступил на тонкий участок льда. Тот треснул, и из-под слоя вырвался поток газообразного пара с неприятным запахом. Трое членов команды попытались отскочить, но уже через несколько секунд двое схватились за головы, ощутив мощное головокружение, а третий рухнул на колени, хватаясь за шлем. Райан и Марта мигом потащили их к выходу из боковой камеры, подключили к баллонам с чистым кислородом и начали проверять пульс. Четвертый участник резко побледнел и тоже потерял равновесие. Его пришлось поддерживать, чтобы тот не упал лицом в лед. В этот момент Марта заметила. На полу рядом с местом выброса газа лежал странный осколок, напоминавший древнюю маску с прорезями для глаз, вырезанную из металла и частично обросшую инеем. В пещере становилось все темнее, аварийные фонари светили все слабее, а по стенам как будто пробегали тени. Обстановка напоминала декорации к фильму, все было слишком правильным и одновременно абсурдным для обычной ледяной пещеры. Времени раздумывать не было. Пока Марта укладывала потерявших сознание участников в термоодеяло, Джеймс зафиксировал новые скачки температуры. Прямо в центре пещеры температура упала до минус 90 по Фаренгейту. Райан попытался снова вызвать лагерь по аварийной рации, но в ответ слышал лишь странные импульсы и хрип. Они понимали, впереди их ждет разгадка не только самой структуры ледяной шахты, но и того, что уже начало влиять на их разум и здоровье. То, что случилось дальше, потрясло даже опытных врачей и заставило перевернуть все представления о том, что может скрываться на глубине 500 футов под древним арктическим льдом. В тот момент, когда Марта окончательно убедилась, что трое участников действительно потеряли сознание, атмосфера пещеры на несколько секунд превратилась в хаос. Райан одним движением присоединил к лицу инженера аварийную кислородную маску из резервного баллона и включил максимальный поток. У второго участника уже начала синеть кожа на висках, пульс был едва ощутимым, а третий тяжело дышал, согнувшись и прижимая руки к груди. Марта и Джеймс быстро сориентировались. Они достали шприцы с антидотами, которые были частью стандартного аптечного набора при химическом отравлении, и сделали каждому по одному уколу в предплечье, не тратя время на стерилизацию. Температура в пещере и так была ниже всего живого. Тем временем Райан включил портативный датчик токсичности воздуха. Прибор выдал тревожные цифры. Концентрация аммиачных и сероводородных соединений превышала допустимую для дыхания норму в 8 раз. Марта включила миниатюрный насос, чтобы попытаться откачать часть воздуха из района выброса газа, но вся пещера за считанные минуты наполнилась резким запахом, от которого даже в масках начинали сводиться скулы. Джеймс достал плотный фильтр и экспресс-сканер пластин из набора геолога. Фильтр за секунду потемнел, а сканер зафиксировал присутствие микроскопических споровых частиц, каких ни он, ни биологи раньше не встречали. Пока двое продолжали реанимировать команду, второй инженер попытался зафиксировать признаки жизни у пострадавших. У одного обнаружился учащенный сердечный ритм, у другого падал уровень кислорода в крови. На глазах у всех дыхание у пострадавших становилось все более прерывистым, а в глазах появлялся мутный налет. Райан принял решение. Всех троих срочно эвакуировать в основную камеру, так как в боковой становилось слишком опасно находиться. Запах становился только сильнее, а температура воздуха продолжала опускаться. Передвигаясь с трудом, Марта и Джеймс по очереди тащили потерявших сознание участников на себе, укладывая их на веревочные носилки, сделанные экспресс-методом из 2 страховочных поясов и обрезков троса. Райан шел впереди с фонарем и пытался направлять движение сквозь абсолютную тьму, опасаясь новой аномалии или очередных выбросов газа. На полу, в том месте, где произошел выброс, Джеймс заметил тонкую сеть трещин, которые расходились из единой точки. Это мог быть выход газовой камеры или скрытая полость под слоем льда. Как только команду удалось перетащить в основную камеру, Марта восстановила электропитание на переносной медицинской станции, чтобы подключить пострадавших к капельницам с физиологическим раствором. Температура в зале к этому моменту упала еще на 15 по Фаренгейту, а по стенам уже побежали причудливые узоры инея, напоминающие письмена или коды. Райан выкрикнул, что приборы снова начали давать сбои, фонари стали мерцать, экраны покрываться серыми полосами, а аварийная рация выдала странный импульсный писк.
Марта зафиксировала у одного из инженеров судорожное подергивание пальцев. Это мог быть либо симптом кислородного голодания, либо реакция на неизвестный токсин. Она тут же наладила приток свежего воздуха из баллона, а Джеймс поставил портативный дефибриллятор наготове на случай, если у кого-то остановится сердце. Пока они боролись за жизнь коллег, Райан с ужасом заметил. По всей поверхности главной камеры стала подниматься белесая дымка, мелкодисперсный иней, который затруднял видимость уже на расстоянии вытянутой руки. В этот же момент второй инженер, который оставался относительно в сознании, вдруг вскрикнул. Прямо под его ботинком во льду появилось новое пятно, напоминающее корку мха. Ударив по нему ледорубом, он срезал верхний слой, и на несколько мгновений в воздухе повис еще более резкий и невыносимый запах, схожий с горелым хлором. Все, кто был в состоянии держаться на ногах, мгновенно натянули маски, а Марта оценила уровень углекислого газа. Приборы показали опасное превышение. Пока участники приходили в себя под инфракрасными обогревателями, Джеймс сканировал стены и пол камерой ночного видения. На одном из мониторов проступили бледные силуэты. Внутри льдин застыли необычные структуры, то ли инструменты, то ли странные фрагменты органики. Марта делала снимки, чтобы потом проанализировать их в лаборатории, и тут же отсылала их по беспроводному каналу в лагерь, хотя сигнал по-прежнему так и не появился. Инженеру удалось на несколько секунд поймать сигнал с лагеря, но ответом был лишь треск и чужой голос, произносивший непонятные фразы на неизвестном языке. Возможно же отголоски аппаратов, искаженных электромагнитной аномалией. По мере того, как трое участников медленно начинали приходить в себя, у всех наблюдались одинаковые симптомы — дезориентация, нарушение слуха и кратковременная потеря памяти. Райан обратил внимание на их зрачки. Они были расширены, а реакция на свет почти отсутствовала. Марта снова проверила уровень кислорода и углекислого газа в крови у каждого. Показатели оставались на пределе нормы, но, несмотря на попытки стабилизировать состояние, никто из пострадавших не мог объяснить, что именно они почувствовали в момент обморока. Только один инженер пробормотал, что видел под потолком светящиеся круги и череду теней, которые скользили за гранью видимости. Пока врачи боролись за здоровье товарищей, оставшаяся часть группы тщательнее осматривала открытую часть пещеры. Джеймс и Райан заметили новый туннель, ведущий еще глубже. Воздух из него шел заметно теплее, чем в основной камере. От стены внутри туннеля исходил слабый золотистый свет, и, несмотря на катастрофические условия, команда решила рискнуть и направить туда миниатюрного дрона-разведчика. Именно в этот момент события приняли еще более странный оборот. Наблюдения и находки, которые их ждали далее, оказались не похожи ни на что из всего, что археологи видели за всю историю исследований ледяных пещер. В тот момент, когда Марта окончательно убедилась, что трое участников действительно потеряли сознание, атмосфера пещеры на несколько секунд превратилась в хаос. Райан одним движением присоединил к лицу инженера аварийную кислородную маску из резервного баллона и включил максимальный поток. У второго участника уже начала синеть кожа на висках, пульс был едва ощутимым, а третий тяжело дышал, согнувшись и прижимая руки к груди. Марта и Джеймс быстро сориентировались. Они достали шприцы с антидотами, которые были частью стандартного аптечного набора при химическом отравлении, и сделали каждому по одному уколу в предплечье, не тратя время на стерилизацию. Температура в пещере и так была ниже всего живого. Тем временем Райан включил портативный датчик токсичности воздуха. Прибор выдал тревожные цифры. Концентрация аммиачных и сероводородных соединений превышала допустимую для дыхания норму в 8 раз. Марта включила миниатюрный насос, чтобы попытаться откачать часть воздуха из района выброса газа, но вся пещера за считанные минуты наполнилась резким запахом, от которого даже в масках начинали сводиться скулы. Джеймс достал плотный фильтр и экспресс-сканер пластин из набора геолога. Фильтр за секунду потемнел, а сканер зафиксировал присутствие микроскопических споровых частиц, каких ни он, ни биологи раньше не встречали. Пока двое продолжали реанимировать команду, второй инженер попытался зафиксировать признаки жизни у пострадавших. У одного обнаружился учащенный сердечный ритм, у другого падал уровень кислорода в крови. На глазах у всех дыхание у пострадавших становилось все более прерывистым, а в глазах появлялся мутный налет. Райан принял решение всех троих срочно эвакуировать в основную камеру, так как в боковой становилось слишком опасно находиться. Запах становился только сильнее, а температура воздуха продолжала опускаться.
Передвигаясь с трудом, Марта и Джеймс по очереди тащили потерявших сознание участников на себе, укладывая их на веревочные носилки, сделанные экспресс-методом из 2 страховочных поясов и обрезков троса. Райан шел впереди с фонарем и пытался направлять движение сквозь абсолютную тьму, опасаясь новой аномалии или очередных выбросов газа. На полу, в том месте, где произошел выброс, Джеймс заметил тонкую сеть трещин, которые расходились из единой точки. Это мог быть выход газовой камеры или скрытая полость под слоем льда. Как только команду удалось перетащить в основную камеру, Марта восстановила электропитание на переносной медицинской станции, чтобы подключить пострадавших к капельницам с физиологическим раствором. Температура в зале к этому моменту упала еще на 15 по Фаренгейту, а по стенам уже побежали причудливые узоры инея, напоминающие письмена или коды. Райан выкрикнул, что приборы снова начали давать сбои, фонари стали мерцать, экраны покрываться серыми полосами, а аварийная рация выдала странный импульсный писк. Марта зафиксировала у одного из инженеров судорожное подергивание пальцев. Это мог быть либо симптом кислородного голодания, либо реакция на неизвестный токсин. Она тут же наладила приток свежего воздуха из баллона, а Джеймс поставил портативный дефибриллятор наготове на случай, если у кого-то остановится сердце. Пока они боролись за жизнь коллег, Райан с ужасом заметил: по всей поверхности главной камеры стала подниматься белесая дымка, мелкодисперсный иней, который затруднял видимость уже на расстоянии вытянутой руки. В этот же момент второй инженер, который оставался относительно в сознании, вдруг вскрикнул. Прямо под его ботинком в льду появилось новое пятно, напоминающее корку мха. Ударив по нему ледорубом, он срезал верхний слой, и на несколько мгновений в воздухе повис еще более резкий и невыносимый запах, схожий с горелым хлором. Все, кто был в состоянии держаться на ногах, мгновенно натянули маски, а Марта оценила уровень углекислого газа, приборы показали опасное превышение. Пока участники приходили в себя под инфракрасными обогревателями, Джеймс сканировал стены и пол камерой ночного видения. На одном из мониторов проступили бледные силуэты. Внутри льдин застыли необычные структуры, то ли инструменты, то ли странные фрагменты органики. Марта делала снимки, чтобы потом проанализировать их в лаборатории, и тут же отсылала их по беспроводному каналу в лагерь, хотя сигнал по-прежнему так и не появился. Инженеру удалось на несколько секунд поймать сигнал с лагеря, но ответом был лишь треск и чужой голос, произносивший непонятные фразы на неизвестном языке. Возможно же отголоски аппаратов, искаженных электромагнитной аномалией. По мере того, как трое участников медленно начинали приходить в себя, у всех наблюдались одинаковые симптомы: дезориентация, нарушение слуха и кратковременная потеря памяти. Райан обратил внимание на их зрачки. Они были расширены, а реакция на свет почти отсутствовала. Марта снова проверила уровень кислорода и углекислого газа в крови у каждого. Показатели оставались на пределе нормы, но, несмотря на попытки стабилизировать состояние, никто из пострадавших не мог объяснить, что именно они почувствовали в момент обморока. Только один инженер пробормотал, что видел под потолком светящиеся круги и череду теней, которые скользили за гранью видимости. Пока врачи боролись за здоровье товарищей, оставшаяся часть группы тщательнее осматривала открытую часть пещеры. Джеймс и Райан заметили новый туннель, ведущий еще глубже. Воздух из него шел заметно теплее, чем в основной камере. От стены внутри туннеля исходил слабый золотистый свет, и, несмотря на катастрофические условия, команда решила рискнуть и направить туда миниатюрного дрона-разведчика. Именно в этот момент события приняли еще более странный оборот. Наблюдения и находки, которые их ждали далее, оказались не похожи ни на что из всего, что археологи видели за всю историю исследований ледяных пещер. Когда миниатюрный дрон-разведчик запищал и включил ночную подсветку, на экране появилось изображение туннеля, по стенам которого извивались ряды замерзших во льду предметов. Ни один не походил ни на известное орудие труда, ни на кости животных. Корпус дрона дрожал от вихрей теплого воздуха, но сигнал оставался четким. Первый предмет, на который обратили внимание археологи, был вмерзший в стену пластиной из черного полупрозрачного материала. Она имела идеально ровные края, а в центре красовался круглый проем, в который вписано множество миниатюрных символов. Марта сфотографировала экран. Изображение получилось мутным, но контуры артефакта просматривались четко. Рядом с пластиной находился вытянутый предмет, напоминавший музыкальный инструмент. На его поверхности виднелись спиральные линии, переливавшиеся слабым золотистым светом, хотя фонарь дрона не мог дать такого эффекта.
Джеймс попытался приблизить дрон, но система стабилизации забарахлила. Внутри туннеля возникла турбулентность, как будто через проход гуляло невидимое течение. Следующим обнаруженным объектом стала массивная маска с 3 отверстиями для глаз и 2 рядами крошечных зубцов по краям. Маска была покрыта инеем и тончайшей ржавчиной, но материал под окислением напоминал не металл, а что-то органическое, возможно, панцирь древнего существа. Дрон завис у полуразрушенного уступа, и камера зафиксировала на полу ряд предметов, аккуратно разложенных в круг. Несколько шаров из прозрачного кварца с вкраплениями разноцветных нитей, фрагмент сверкающего ожерелья с камнями неизвестной природы и крошечная фигурка, напоминающая схематичное изображение человека с вытянутыми руками и раздвинутыми ногами. Джеймс быстро набросал эскиз в блокноте, а Райан попытался сопоставить находку с известными археологическими культурами, но ни один артефакт не имел аналогов среди изученных коллекций. В вертикальной нише, на высоте около 6 футов от пола, находился спиральный диск, наполовину спрятанный в монолитном льду. При освещении диск издавал странное глухое эхо, будто резонировал с движением воздуха. Марта засняла момент, когда свет фонаря вдруг поглотился узором на диске, и казалось, что рисунок внутри начал медленно вращаться. Инженер подключил анализатор, чтобы проверить состав материала, но датчик выдал ошибку. Температура возле диска была выше почти на 10 по Фаренгейту, чем в остальных частях туннеля. Легкое облако пара выходило из самой спирали, и в потоке света мелькали микроскопические частички, похожие на золотую пыль. Вдоль стены тянулся ряд небольших цилиндров, каждая грань которых была покрыта сложными знаками. Они не напоминали ни руны, ни какие-либо из известных алфавитов. Джеймс заметил, что на поверхности некоторых цилиндров были вмерзшие фрагменты тонких нитей, сплетенных в невообразимо сложные узлы. Один цилиндр напоминал футляр, и когда внешний лед слегка простучали концом ледоруба, изнутри зазвучал приглушенный звон, явно не просто камень. Часть группы, несмотря на усталость, осторожно вошли в туннель следом за дроном. Под ногами попались еще несколько необычных находок. Крошечный треугольный фрагмент с гравировкой, напоминающий карту или схему, и запаянная в прозрачный лед трубка, внутри которой вращалась темная капля жидкости. Анализатор химсостава показал, что жидкость несовместима ни с одной органической формой, которую удалось узнать ранее. Ее проводимость и плотность были на уровне жидких металлов. Марта осмотрела боковую нишу. В центре находился замерзший в лед посох, у основания которого торчал миниатюрный рог, а на вершине была закреплена резная сферическая головка. По всей поверхности посоха тянулись линии, заполненные черным веществом, будто кто-то нарисовал на нем схему. Рядом валялся тонкий, почти прозрачный диск, который при малейшем движении воздуха начинал вибрировать и издавал едва слышимое жужжание. Джеймс зафиксировал на камеру странный отпечаток на стене, больше всего напоминавший след человеческой ладони, но с 6 пальцами. Внутри отпечатка виднелись миниатюрные углубления, заполненные кристаллизованной жидкостью темно-синего цвета. Райан аккуратно соскоблил немного льда со следа для последующего анализа, но как только металл коснулся льда, на поверхности замерцали золотистые искры. Внутри основной камеры дрон передал новую картинку. В самом центре пола лежал плоский объект, округлый, из черного камня с вырезанной 8-лучевой звездой. Камень был тяжелым и холодным, но его поверхность отражала свет словно зеркало. Рядом находились черепки неизвестной посуды, украшенные вплавленными кристаллами, и куски ткани, застывшей в толще льда. Инженер склонился над одной из находок. Это была миниатюрная пластина с вырезанными на ней символами, которые начинались с левого нижнего края и заканчивались у центра. Пластина была настолько тонкой, что просвечивалась на свету, а изображение на ней казалось движущимся, если смотреть под разным углом. С каждым шагом список находок увеличивался. Чернильные фрагменты, застывшие инструменты причудливой формы, маска с 3 отверстиями, ожерелья с камнями, которые меняли цвет под светом фонарей, металлические стрелы с развитыми ребрами. Все это заполняло каталоги экспедиции с пометкой «Не поддается идентификации». Когда дрон зафиксировал последний кадр, в глубине туннеля показался массивный купол, сложенный из чередующихся ледяных и каменных плит. В его центре клубился теплый белесый туман, а внутри угадывались контуры гигантского спирального механизма. Археологи замерли в полном изумлении. Ни один из артефактов, ни сама структура не соответствовали ни человеческой, ни известной природной деятельности. Но главная загадка была впереди.
Несмотря на все попытки поднять команду на поверхность, все данные и записанные находки словно исчезали с носителей. Эхо пещеры затягивало всех сильнее, и на поверхности больше никто не рисковал спускаться, а древний купол в глубине продолжал хранить свои тайны. Стоило группе зафиксировать все находки и попытаться связаться с лагерем на поверхности, как пещера стала казаться им живой ловушкой. Сигналы со всех аварийных радиостанций глохли почти сразу, а видео с камеры дрона и основные отчеты внезапно исчезали с памяти устройств. Данные с анализаторов и спектрометров тоже стирались, словно вокруг работала невидимая система подавления. Первой это заметила Марта, когда попыталась скинуть копии фотографий на внешний накопитель. Файлы удалялись на глазах, а экраны размывались до цветных пятен. Даже у тех, кто оставался относительно в сознании после выброса газа, проявлялось странное ощущение, будто память об объектах становилась мутнее с каждой минутой. В лагере на поверхности главная палатковая лаборатория превратилась в центр паники. Дежурный техник попытался отправить спасательный трос в шахту, но подъемный механизм неожиданно дал сбой, и вся кабельная система замерла. Аварийные маяки, призванные отслеживать положение группы, мигали то синим, то оранжевым светом, а на экранах приборов высвечивалась ошибка с кодом, которого никто из инженеров раньше не встречал. Оставшиеся наверху ученые приняли решение развернуть наземную антенну, чтобы вызвать подмогу, но глушители продолжили работать. Их радио почти сразу попадало в плотную стену помех. Внутри пещеры часть группы попыталась найти альтернативный выход. На южной стене основного купола Райан заметил слабое колебание воздуха. Через небольшой разлом втягивался теплый поток. Джеймс предложил обследовать это место и нащупал нишу шириной не больше 3 футов. С помощью налобного фонаря он разглядел ведущий вниз узкий желоб, по которому стекал конденсат. Вода в нем не замерзала даже при температуре минус 90 по Фаренгейту. Складывалось впечатление, что кто-то или что-то поддерживает внутри часть купола в рабочем состоянии. С трудом протиснувшись в желоб, он на несколько минут потерялся из виду, а когда вернулся, сообщил: за разломом начинается новый коридор, уходящий дальше вглубь, стены в котором покрыты странными знаками, напоминающими комбинацию цифр и символов. Пока Джеймс и Райан исследовали коридор, Марта продолжала помогать пришедшим в себя инженерам. В носовом проходе у одного из них началось кровотечение, у второго обострились галлюцинации, он видел мерцающие круги и слышал эхом собственные шаги даже в полной тишине. Марта перевязала нос и ввела обезболивающее. Единственный способ стабилизировать состояние — использовать дополнительные баллоны с кислородом, которые быстро заканчивались. На полу купола Райан заметил новую аномалию. Ледяная плита посередине зала начала медленно проваливаться, под ней раздался слабый металлический скрип. Заглянув внутрь отверстия, Джеймс увидел, как вверх поднимается столб теплого пара, из которого на мгновение высунулся крошечный шар из черного камня. Он выкатился к краю плиты сам по себе, будто был частью сложного механизма. Марта зафиксировала этот момент на видео, хотя спустя секунду камера заглючила и ушла в ребут. Райан попытался поднять шар. Он был ледяным на ощупь, но моментально нагрелся в перчатках и стал липким, как смола. Все зафиксировали, на его поверхности появились крошечные буквы и линии, которые светились желтоватым светом. В этот момент с поверхности через систему громкоговорителей донесся голос. Короткая команда предупреждения. Эвакуация невозможна. Всем, кто внутри шахты, ожидайте дальнейших инструкций. Связь оборвалась, связь с лагерем прервалась окончательно. Группа мгновенно оценила ситуацию. У них не осталось ни одного работающего радиоканала, а по пещере уже стелился плотный дым и нееный пар, затрудняя дыхание. Дальнейшие попытки поднять на поверхность потерявших сознание оказались обречены. Металлические тросы застревали в новых ледяных наслоениях, а подъемники не выходили на поверхность. Марта и Райан пробовали вытащить носилки вручную, но из вентиляции купола регулярно вырывались очередные выбросы газа, вынуждая всех прятаться в масках и укрываться за массивными кристаллами возле стен. Один из инженеров предложил забаррикадироваться в боковой камере. Ее температура была чуть выше, и пары аммиака не проходили в этот отсек. Там группа провела несколько часов, отмечая на стенах все новые и новые потускневшие знаки и слушая, как под полом гуляет гул, похожий на движение больших механизмов под слоем льда. Страх перед новым выбросом, а также полная невозможность подняться на поверхность вынудили оставшихся внутри археологов прекратить любые попытки эвакуации. Они собрали все доступные образцы артефактов, упаковав их в сломанные контейнеры, и собрали остатки медикаментов.
Каждый раз, когда кто-то приближался к западной стене купола, по ее поверхности пробегал переливчатый свет, словно сама структура реагировала на присутствие. Дрон-разведчик, оставшийся в туннеле, зафиксировал последний сигнал. Внутри следующей камеры вспыхнуло круговое сияние, и все видеоданные мгновенно стерлись с устройства. Когда температура внутри купола достигла минимальных значений, а стены начали покрываться новым слоем инея, группа приняла единственное возможное решение. Никто не будет подниматься на поверхность, пока не станет ясно, что именно активировало древний механизм и почему сама пещера блокирует любые попытки передачи данных наружу. Последнее, что удалось зафиксировать на оборудование, шепот и едва различимый низкий звук, раздающийся из-под пола. Как будто кто-то или что-то в глубине ледяной шахты не хочет отпускать тех, кто однажды решился проникнуть внутрь и потревожить чужие тайны. Так закончилась миссия, которую никто не рискнул повторить. Ворота в ледяную пустоту остались навсегда закрыты, а под поверхностью, на полных 500 футов глубже снега и холода, остались не только древние артефакты, но и те, кто так и не решился вернуться обратно.